У России проблемы с переработкой нефти. Кандидат в президенты США получает угрозы и боится за свою жизнь. А СБУ находит агентов ФСБ в силовых структурах. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. В Евросоюзе предлагают брать оружие для Украины везде, где это возможно. Это политическое решение, которое должны принять государства-члены. За счет чего Киев сохраняет преимущество на поле боя без преимущества в численности войск? Украинская армия, во-первых, понимая, с кем она имеет дело, а мы, в общем-то, учились по одним учебникам. Франция и Германия готовят супертанк и предлагают воевать по-новому. Я хотел бы прямо сказать, что считаю оба проекта хорошо продвигающимися. И что сотрудничество между нашими странами очень интенсивное. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Это очень важно и совсем не сложно. Поехали. Силы обороны Украины продолжают наносить урон оккупантам. РФ уже потеряла 390 тысяч человек с начала широкомасштабного вторжения, почти 12 тысяч боевых машин и более 6 тысяч танков. И российская армия продолжает нести потери, правда, особо с ними не считаясь. В мире все еще удивляются, как армия, которая была меньшей по численности и оснащению, смогла дать такой отпор оккупантам. Украинская армия, во-первых, понимая, с кем она имеет дело, а мы, в общем-то, учились по одним учебникам и разбираемся и знаем алгоритмы действий противника, построила свою тактику на нелинейности ответа. То есть речь идет не о том, что мы пытаемся удержать в классическом виде там, наши позиции, сражаясь до последнего солдата, а мы ведем маневренные операции, именно учитывая и используя методы маневренной обороны. То есть при необходимости отходим, наносим фланговые удары и наносим поражение противнику. Кроме того, следует помнить, что Украина, действуя, опять же, методами нелинейной тактики, там, где можно использовать нестандартные боеприпасы, к использованию которых Россия просто не готова. Противодействием. Речь идет о тех же дронах. Повторю еще раз, FPV-дроны не могут заменить весь спектр артиллерийского вооружения, но они серьезно способствуют рассредоточению наших ресурсов с возможностью наносить их в самых неожиданных местах самым неожиданным образом. СБУ разоблачили сеть агентов ФСБ, в которую входили бывшие и действующие чиновники спецслужб. Всего задержано 5 человек, бывшие сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы внешней разведки Украины и сотрудник областного СБУ. Служба безпеки нейтралізувала потужну агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи. Серед них – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник областного управління СБУ. Также агент передавал ФСБ информацию об особенностях работы и системе охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС. Для максимальной конспирации фигурант не посылал информацию по телефону, он передавал разведданные ФСБ через сообщника, который уезжал за границу как волонтер и лично отчитывался резиденту вражеской спецслужбы, говорят в СБУ. Переработка нефти в России упала на минимальный уровень за 2 месяца после атак украинских беспилотников, пишет Bloomberg об этом. За последнюю неделю РФ перерабатывала 5 миллионов 410 тысяч баррелей в день. Это на 135 тысяч баррелей ниже среднего показателя за декабрь. А 2 НПЗ, которые были ориентированы на экспорт, полностью остановили первичную переработку. А это 5% суточного объема. Авторы издания Bloomberg замечают, что удары беспилотников становятся все разрушительнее. У Украины все еще недостаточно оружия, мы должны ей в этом помогать, говорит министр иностранных дел Польши на встрече с главным дипломатом Евросоюза Жозепом Борреллом, который, к слову, и решение предложил, как именно можно оптимизировать эту помощь.
Мы должны обеспечить Украину боеприпасами. Неважно, где эти боеприпасы производятся. Проблема сегодня не в нехватке мощностей европейской промышленности по производству боеприпасов. Дело не в том, что нам приходится покупать у других, потому что мы не в состоянии производить сами. Мы способны производить, но значительная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны. Поэтому лучший способ продать или передать больше боеприпасов Украине – это попытаться сказать другим: пожалуйста, подождите, вы не на войне, можете подождать несколько месяцев и перенаправить это производство в Украину. Это политическое решение, которое должны принять государства-члены. То есть не экспортировать оружие никуда, кроме Украины, предлагает дипломат. К слову, Жозеп Боррель после визита в Варшаву отправился в Киев и во вторник, 6 февраля, проведет там несколько встреч, о которых мы будем обязательно держать вас в курсе. Министр иностранных дел Польши на этой же встрече призвал Конгресс США принять пакет помощи Украине и согласился с идеей, озвученной его чешским коллегой, о закупках оружия для Украины, в том числе за пределами Евросоюза. Украина все еще безоружна по сравнению с русскими на фронте, и мы должны помочь им выровнять баланс. И когда идет речь о покупках на мировых рынках для Украины, то, на мой взгляд, чем больше, тем лучше. В итоге никто не против покупки оружия из-за рубежа, и одновременно никто не против развития оборонной промышленности внутри ЕС. Там, к слову, тоже смотрят на это позитивно. К примеру, совместные франко-немецкие проекты готовятся к запуску, а некоторые уже функционируют на полную. Я считаю, что это новый серьезный вызов для нашего суверенитета и безопасности, чтобы иметь возможность двигаться вперед в этих проектах. Так что да, я уверен в нашей способности добиться прогресса по проекту FCAS. Точно так же я уверен в нашей способности добиться прогресса и по проекту MGCS, франко-германского танка будущего. Это абсолютно крупные проекты, в которые мы должны продолжать инвестировать и двигаться вперед. Очевидно, что это не всегда легко, когда вы инвестируете в такие области, в которых уже очень долгое время не наблюдается никакого прогресса или фундаментальных шагов вперед. Но я верю, что у наших двух стран есть абсолютная воля и, прежде всего, абсолютный интерес. Проект FCAS, о котором говорит французский премьер, это система, которая называется «Система воздушного боя будущего». А второй проект – это действительно разработка франко-немецкого танка, который, конечно, должен стать лучшим в мире. Я хотел бы прямо сказать, что считаю оба проекта хорошо продвигающимися. И что сотрудничество между нашими странами очень интенсивное. Недавно я посетил соответствующие работы в Airbus под Мюнхеном, которые очень важны для общего проекта FCAS. И увидел прогресс, который был достигнут там, а также амбиции, которые были вложены в подготовку, исследования и разработки. Поэтому мое впечатление довольно уверенное, что этот крупный проект, который нам необходим, будет успешным для нашего общего будущего и в то же время принесет технологический прогресс, который нам необходим. Но, конечно, также укрепит безопасность Европы и наших двух стран. Война в Украине дает стимул развития оборонной промышленности ЕС. Жаль, что без этого стимула она так не развивалась. Ники Хейли, кандидат в президенты США от республиканской партии, обратилась в секретную службу с просьбой предоставить ей охрану из-за угроз, которые она получает как единственный соперник Дональда Трампа в партии. Об этом пишет The Wall Street Journal. У нас было много проблем. Это не помешает мне делать то, что нужно. Запрос был отправлен федеральным чиновникам, которые сейчас пытаются подстроить государственную охрану под график Хейли. У короля Карла III обнаружили рак, хотя диагноз может заставить его сократить количество публичных выступлений, об этом его просят врачи. Это не повлияет на стабильность монархии, ведь он может исполнять государственные обязанности и работать с документами. В крайнем случае его могут заменить другие члены семьи. Он не первый член королевской семьи, страдающий от рака. Он первый монарх в современной Британии, который публично заявил о раке, находясь на троне, после того, как его великий дядя Эдуард VIII умер от рака. Хотя в то время он еще не был королем. Я думаю, проблема здесь в том, что одна из вещей, которые монархия дает нации, это стабильность. А что-то в этом, очевидно, очень тревожно. И король захочет и дальше олицетворять стабильность для нации, чтобы быть этой фигурой надежной.
сдержанности. Мне кажется, что люди будут аплодировать этой открытости и поймут, что в такой откровенности людей в общественной жизни есть свои преимущества для других людей. И, конечно, король, как глава англиканской церкви, я думаю, может сделать разумное предположение, что члены церкви захотят помолиться за него в этот момент. О разновидности рака не сообщают. Обнаружен он был во время лечения простаты, но это не рак простаты, подчеркивают доктора. Лечение уже началось, король доволен лечением, и на время его отсутствия члены семьи его могут заменить. На самом деле колоссальный уровень сочувствия среди британцев, и многие обращаются к монарху со словами поддержки на разных уровнях, во многих опросах, которые проводятся телеканалами. Парламент, конечно, солидарен с британцами. Я знаю, что все члены палаты захотят присоединиться ко мне и выразить наши соболезнования Его Величеству Королю после сегодняшнего вечернего сообщения. Наши мысли, конечно же, с Его Величеством и его семьей. И мы все хотим послать ему наши самые лучшие пожелания успешного лечения и скорейшего выздоровления после сегодняшних новостей. Мы также надеемся на скорейшее выздоровление британского монарха. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, напоминаю, что важна любая ваша реакция. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.